Привет, друзья! Сегодня новости из Германии и Европы с темами, которые вызывают внимание и споры. Канцлер Фридрих Мерц делает неожиданный шаг и поручает бывшему главе Коммерцбанку Мартину Блессингу привлекать новые инвестиции в страну. Тем временем Польша дает жесткий сигнал соседям о защите своего неба. Внутри Германии растет давление на традиционные партии, такие как ХДС, ХСС и СДПГ, а в восточных землях назревают забастовки металлургов. К этому добавляется визит делегации Соединенных Штатов Америки в Китай, рост экспорта немецкой электроники в еврозону и рекордное время, которое жители Германии проводят в интернете. Все эти новости складываются в картину перемен, которые уже сегодня влияют на политику и экономику всей Европы. Оставайтесь до конца, будет неимоверно интересно, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить важные последние события Европы и Германии. Итак, в Германии федеральный канцлер Фридрих Мерц назначил Мартина Блессинга, экс-главу Коммерцбанка, личным уполномоченным канцлера по привлечению инвестиций в страну. Блессинг, которому 62 года, будет работать без зарплаты в статусе так называемого One Euro Job. Его задача – использовать международные контакты и свой авторитет, чтобы убедить иностранных и внутренних инвесторов вкладывать средства в Германию, улучшать восприятие страны как благоприятного места для бизнеса. Он будет тесно сотрудничать с агентством Germany Trade and Invest, которое уже отвечает за привлечение инвестиций. Блессинг также станет председателем наблюдательного совета GTI. Среди задач – это организация крупной конференции для инвесторов весной 2026 года и активное путешествие Блессинга за рубеж, чтобы представить потенциал Германии как инвестиционного центра. Мерц заявил, что привлечение иностранного капитала необходимо, чтобы Германия снова добилась устойчивого роста, модернизировала инфраструктуру и промышленность, усилила инновации. А теперь важная новость Европы. Польша намерена решительно отвечать на нарушение своего воздушного пространства. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что любое воздушное судно, включая дроны или самолеты, которое проникнет в польское воздушное пространство и будет представлять угрозу, будет сбито. Об этом нет никакой дискуссии, подчеркнул он. При этом Туск добавил, что в менее однозначных ситуациях решения будут приниматься более взвешенно, чтобы не допустить эскалации конфликта. Он также отметил инцидент, когда два военных самолета над польской морской буровой платформой в Балтийском море приблизились на малой высоте, но формально не нарушили границу. Туск подчеркнул, что Польша рассчитывает на поддержку союзников, чтобы в случае конфликта не оказаться одной и чтобы нарушения воздушного пространства воспринимались международным сообществом как серьезное нарушение безопасности. И еще новые неожиданные новости о традиционных партиях Германии. В Германии после успехов партии «Альтернатива для Германии» АДГ усилились ожидания граждан от традиционных политических сил. Избиратели больше не довольствуются одними обещаниями, они хотят конкретных решений в экономике, безопасности и социальной политике. Социал-демократическая партия Германии СДПГ и ее лидер Бербельбас подвергаются критике, особенно в Рурском регионе. Жители требуют, чтобы речь шла не о лозунгах, а о реальных шагах, борьбе с социальным мошенничеством, усилении правопорядка, управлении миграцией. Мэр Дуйсбурга Зёрен Блинк СДПГ заявил, что многие работающие граждане чувствуют себя обманутыми, они не видят ожидаемой поддержки. По его словам, честность и контроль за выплатами пособия Бюргергельд становятся ключевыми запросами общества. Отмечается, что партия АДГ укрепляет позиции даже в западных землях Германии, где раньше имела слабое влияние. Для остальных партий это сигнал пересмотра стратегий и внимательнее слушать реальные тревоги людей. Эксперты подчеркивают, без конкретных действий доверие к традиционным партиям может и дальше снижаться. И еще новость Германии, которая вызывает обеспокоенность. В Восточной Германии возможны предупредительные забастовки в сталелитейной отрасли. Переговоры между работодателями и профсоюзом IG Metall завершились без соглашения. Второй раунд переговоров по тарифным условиям не принес результатов, как сообщили в IG Metall. Профсоюз требует постоянного повышения зарплат, чтобы доходы работников не теряли покупательную способность. Оппозиция работодателей предложила лишь единоразовые выплаты по 250 евро с 1 января 2026 года и с 1 июня 2026 года, но отказалась от долговременного повышения окладов. Председатель территориального отделения IG Metall Ян Отто подчеркнул, цитата, «Лишь единственные выплаты не гарантируют, что инфляция не съест реальных заработки работников».
Работодатели, в свою очередь, указывают на серьезные трудности отрасли. Это слабый экономический рост, дорогие энергоресурсы, конкуренция с дешевым импортом и обязательства по переходу к более экологичным методам производства. IG Metal предупреждает, если к 1 октября 2025 года не будет нового улучшенного предложения, профсоюз приступит к предупредительным забастовкам. Далее новость из Соединенных Штатов Америки, на которую стоит обратить внимание. Впервые с 2019 года делегация Палаты представителей Соединенных Штатов Америки посетила Пекин. США и Китай стремятся нормализировать свои отношения, пережившие годы напряженности. Во главе делегации стоит Адам Смит, ведущий демократ в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей. Прием в Пекине устроил премьер-министр Китая Ли Цзян, который назвал визит ледоколом, способным продвинуть двусторонние отношения. В ходе визита обсуждались ключевые вопросы: борьба с незаконным оборотом фентанила, предотвращение распространения ядерного оружия, а также создание международных правил для безопасного применения искусственного интеллекта. Также делегация подчеркнула, что не должно пройти опять 6 или 7 лет между подобными официальными визитами. Адам Смит заявил, что обе стороны имеют работу, чтобы укрепить сотрудничество, особенно в военной и дипломатических сферах. По мнению наблюдателей, визит может стать значимым шагом к стабилизации отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Но остается много нерешенных проблем. А дальше еще интереснее. В Германии электрическая и цифровая промышленность показывают удивительный рост экспорта, компенсируя ту свою слабость на рынках Соединенных Штатов Америки и Китая. В июле экспорт электротоваров из Германии вырос на 6,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, достигнув, внимание, около 21 миллиарда евро. При этом экспорт исключительно в страны еврозоны увеличился более чем на 10%. Хотя поставки электроники в Соединенные Штаты Америки сократились на 2,2%, а в Китае на 6%, внутренний европейский спрос стал ключевым драйвером. По итогам января-июля 2025 года общая сумма экспорта электронной и цифровой продукции составила, внимание, около 149,3 миллиарда евро, что на 3,2% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Атмосфера той неопределенности на внешних рынках заставила немецкую электроиндустрию ориентироваться на внутреннюю зону еврозоны, и она справляется с этим вызовом. Андреас Гонтерман, главный экономист Ассоциации электронной и цифровой индустрии, отметил, что рост внутри еврозоны помог нивелировать ущерб от падения спроса в Соединенных Штатах Америки и Китае. В то же время экспорт в США и Китай остается под давлением, там влияют более высокие тарифы и усиленная конкуренция, а также снижение экономического роста. И это еще не все. Немцы проводят в интернете рекордное время. По данным исследования, граждане Германии едва ли не круглосуточно пользуются сетью. Примерно 72 часа в неделю – это почти 3 дня. Для сравнения, еще 5 лет назад среднее время серфинга было около 56 часов в неделю. 18-39-летние жители Германии проводят в интернете особенно много времени – почти 86 часов в неделю. Люди старше 40 лет – около 65 часов. Самым популярным устройством остается смартфон, на нем проводят почти 26 часов в неделю онлайн, что почти на 10 часов больше, чем 5 лет назад. За ним следуют ноутбуки и настольные компьютеры. Обе эти возрастные группы активно используют мессенджеры, социальные сети, просматривают видео и сериалы, читают новости, делают банковские операции онлайн. При этом у многих возникает ощущение перегруженности. Почти 72% респондентов не хотят увеличивать свое время в сети, а около 20% намерены его даже сократить. Среди молодежи в возрасте от 18 до 39 лет таких почти 36%. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.